Первые слухи о заморозке людей казались чистой фантастикой, но уже в 60-х годах прошлого века нашлись те, кто ради шанса на будущую жизнь выбрал холод. Один из самых известных случаев — история Джеймса Бетфорда, американского профессора психологии. В январе 1967 года его тело впервые в истории было помещено в криогенную капсулу, наполненную жидким азотом. Его сын и коллеги наблюдали, как температура профессорского тела снизилась до минус 321 градуса по Фаренгейту. Эта процедура длилась несколько часов, аппарат окружали журналисты, а все происходящее больше напоминало научно-фантастический фильм, чем реальную медицинскую операцию. Вскоре после этого последовали новые заявки. Врачи, инженеры, обычные граждане подписывали контракты на консервацию собственного тела, надеясь, что в будущем наука сможет их вернуть. Еще один громкий случай — американский предприниматель Томас Дональдсон, который страдал от опухоли мозга и в 90-х годах начал активно бороться за свое право на криоконсервацию. Дональдсон даже подал в суд, чтобы получить возможность заморозиться до официальной смерти. Этот процесс широко обсуждался в СМИ и стал отправной точкой для дебатов о границах медицины и права. База данных криогенных пациентов росла. К началу 2000-х годов в крупнейшем центре Аризоны насчитывалось уже более сотни клиентов во льду. Среди них были люди разных возрастов, профессий и национальностей, от миллионеров, готовых вложить $1000 в свои будущие шансы, до молодых людей, чьи родственники надеялись вернуть их однажды к жизни. Что происходило за дверями криолаборатории, оставалось тайной для большинства, но многие громкие личности, такие как известный математик Илайзу Яников, не скрывали свои планы и публично заявляли: они доверяют ледяным технологиям больше, чем обычной медицине. К началу 2000-х годов число желающих жить во льду исчислялось уже сотнями по всему миру. А пока новые добровольцы оформляли документы, ученые делали первые попытки не только заморозить, но и вернуть к жизни организмы, что привело к настоящим сенсациям в мире науки. Первое пробуждение. Эксперименты, которые изменили все. Когда первые добровольцы подписывали контракты на криоконсервацию, ученые не теряли времени зря и искали способ не только заморозить, но и реально вернуть к жизни хотя бы что-то крупнее клетки. В начале 80-х годов в лабораториях Калифорнии начались эксперименты над животными. Хомяков и кроликов помещали в ледяные ванны, снижая их температуру почти до заморозки, а затем пытались оживить. Микроскопические сосуды заполнялись специальными химическими растворами, чтобы лед не разрывал ткани. После разморозки отдельные животные действительно возвращались к жизни и даже бегали по клетке, хотя последствия подобных путешествий были заметны невооруженным глазом. Судороги, неврологические расстройства, иногда потеря части функций. Американский биолог Роберт Эттингер, один из основателей крионики, лично контролировал эксперименты по замораживанию мышей с помощью специального состава на основе глицерина. В некоторых опытах после глубокого охлаждения отдельные органы животных действительно начинали работать снова. Инженеры из Детройта добились того, что в начале 90-х годов сердце собаки после длительной криоконсервации снова заработало после грамотного размораживания. Впервые жизненный орган проснулся после долгого пребывания во льду, и это зафиксировали на камеры. В тот же период группа врачей из Северной Каролины замораживала человеческие эмбрионы. Уже через несколько лет после оттаивания некоторые из этих эмбрионов успешно приживались и приводили к рождению детей. Этот результат стал международной сенсацией и подтвердил: отдельные клетки и ткани человека действительно можно не только сохранить, но и вернуть к жизни спустя месяцы или даже годы. Одновременно в лабораториях Аризоны предпринимались попытки провести обратную заморозку мозга лабораторных животных. Ученые фиксировали активность нейронов после ледяного сна, проверяя, способна ли память или базовые рефлексы пережить критический холод. Несмотря на бурный интерес СМИ, большинство реальных экспериментов держались в секрете, а лабораторные журналы заполнялись сухими протоколами. Температура минус 321 по Фаренгейту, состав раствора, время оттаивания. Над каждым опытом работали целые команды биологов и физиков, пытаясь подобрать идеальное соотношение химикатов, времени и температуры. Каждый успешный пробужденный кролик или работающий после заморозки орган означал новый шаг к главной мечте — однажды вернуть к жизни человека. Однако до настоящей реанимации взрослых людей оставалась пропасть, и следующей задачей исследователей стало выяснить, что вообще происходит с телом и мозгом во время глубокой заморозки. Как это вообще работает? Химия и физика криоконсервации. Погружаясь в самую суть криоконсервации, все начинается с одной важной задачи — остановить разрушительные процессы в клетках после клинической смерти. Как только фиксируют остановку сердца, тело быстро помещают в ледяную воду, чтобы снизить температуру до 41 градуса по Фаренгейту. Это замедляет обмен веществ и дает ученым
врачам время приступить к следующему шагу — замене крови на особый криопротекторный раствор. В первые минуты и часы врачи используют насосы, чтобы удалить большую часть жидкости из сосудов человека, а взамен вводят химические вещества вроде глицерина или диметилсульфоксида. Эти молекулы заполняют пространство между клетками и не дают воде внутри тканей превратиться в острые кристаллы льда, которые разорвали бы мембраны и уничтожили органы. Затем температура тела опускается все ниже. Сначала минус 80 градусов по Фаренгейту, а затем замерзание продолжается уже в атмосфере жидкого азота, где столбик термометра падает до минус 321 градуса по Фаренгейту. На этом этапе весь процесс превращается почти в танец физики и химии. Ученые следят за скоростью охлаждения. Если она слишком быстрая, внутри клеток образуются опасные пузыри и трещины, а если слишком медленная, протекторные растворы не успевают проникнуть вглубь тканей. Идеальная заморозка требует, чтобы каждая клетка сперва была обезвожена, а потом мгновенно покрыта своеобразной стеклянной оболочкой. Это явление называется витрификацией. Когда витрификация проходит успешно, ни одна клетка не покрывается льдом, а вся ткань становится похожей на аморфное стекло, полностью остановившее все биологические процессы. Важно, что при криоконсервации мозга ученые пытаются защитить не просто нейроны, а и миллиарды связей между ними. Именно они отвечают за память и личность человека. С помощью специальных насосов и микроскопических трубок криопротекторы вводят прямо в сосуды головного мозга, просчитывая каждую долю секунды. Некоторые протоколы требуют постепенно увеличивать концентрацию химикатов, чтобы не вызвать химический ожог или отек тканей. Каждый этап фиксируется датчиками — давление, температура, скорость проникновения раствора. Завершается процесс тем, что полностью подготовленное тело или отдельный мозг герметично упаковывают в стальную капсулу и погружают в жидкий азот. Здесь, в условиях вечного мороза, вся химия и физика завершают свою работу. Все процессы полностью останавливаются вплоть до атомарного уровня. Теоретически, такое замороженное состояние может сохраняться столетиями без видимых повреждений, если не произойдет внезапного сбоя системы охлаждения. За тяжелыми дверями криолабораторий не стихают обсуждения следующего этапа. Ведь если химия и физика заморозки дошли до совершенства, то самый сложный вопрос впереди. Что происходит с мозгом и сохраняется ли после ледяного сна все, что делает человека личностью? Именно исследования мозга замороженных пациентов и стали главным полем битвы между поклонниками вечной жизни и теми, кто считает крионику билетом в неизвестность. Замороженные мозги — ключ к бессмертию или билет в неизвестность. Пока мировые лаборатории оттачивали технологии заморозки всего тела, основные дебаты и эксперименты внезапно сместились к самому сложному и загадочному органу — человеческому мозгу. Уже в конце 80-х годов в криоцентрах Аризоны и Калифорнии начались первые попытки единичной консервации мозга или нейропрезервации. Пациенты, не желающие переплачивать за заморозку всего тела, соглашались на сохранение только головы или мозга, надеясь, что именно там скрыт секрет их «я». Микрохирурги работали с ювелирной точностью. После остановки сердца голову отделяли за считанные минуты и мгновенно подключали к капельницам с криопротекторами. Одну из первых операций такого типа тщательно фиксировали камеры. Каждый шаг от охлаждения до упаковки мозга в стальную капсулу выполнялся с практически военной дисциплиной. В лабораториях Стэнфорда биологи спустя несколько лет сумели зафиксировать, что после замораживания и грамотно проведенной витрификации у крыс сохранялось до 98% нейронных связей. Мозг животных, размороженный спустя недели эксперимента, под микроскопом выглядел почти идентично свежему, а отдельные участки даже сохраняли функциональность. Ученые из Детройта пошли дальше. Они раскрыли черепную коробку, вводили красители в запаянные сосуды замороженного мозга, а затем фиксировали, что структура памяти и основные нейронные цепи не разрушались. Зафиксирован случай, когда после разморозки мозга у собаки в лаборатории восстанавливались базовые условные рефлексы, и животное узнавало поданные ранее сигналы. Параллельно с этим в Кембридже тестировались методы постепенного оттаивания, при которых мозг сохранял до 90% белков и липидов, необходимых для передачи сигналов между клетками. Отдельные образцы мозга хранились до 5 лет при температуре минус 321 градус по Фаренгейту. После извлечения и обработки химикатами они демонстрировали способность к элементарной электрической активности. Эта сенсация заставила сразу несколько лабораторий по обе стороны Атлантики запускать собственные проекты по заморозке интеллекта. Тем временем в Аризоне
криолаборатории начали предлагать клиентам фирменную услугу – заморозку только мозга, без остального тела, с сохранением гарантии анонимности. Стоимость процедуры составляла в среднем от 20 тысяч долларов, и клиентская база стремительно пополнялась. Медицинские архивы фиксировали, что с середины 90-х годов более 60 человек согласились на нейропрезервацию в надежде когда-нибудь получить для своего мозга новое тело или искусственное цифровое окружение. Однако все эти технологические успехи сопровождались реальными рисками. В конце 90-х годов в одной из лабораторий Техаса после сбоя энергосистемы температура в капсуле с мозгом пациента поднялась выше критической отметки. Последующая экспертиза показала повреждения до 30% тканей, и этот инцидент стал настоящим скандалом в мире крионики. Несмотря на неудачи, ученые продолжали совершенствовать сенсоры и системы аварийного охлаждения, чтобы избежать повторения подобных катастроф. Сегодня ни одна команда ученых не может с абсолютной уверенностью заявить, что возвращение памяти и сознания из замороженного мозга будет возможно, даже если технология разморозки станет совершенной. Но каждое успешное сохранение структуры нервной ткани и каждый новый случай выживания базовых функций после заморозки подталкивают энтузиастов к мысли: если где-то скрыт ключ к бессмертию, он точно находится в загадочных глубинах замороженного мозга. И именно этот бесконечно сложный вопрос стал причиной бурных споров как среди ученых, так и среди миллионов тех, кто с надеждой смотрит на лед как на последний шанс. Интрига вокруг границ этой технологии только усиливается, ведь с каждым новым случаем увеличивается и риск ошибок, о которых стало известно всему миру. Катастрофы и неудачи. Ужасные ошибки криогенных лабораторий. Несмотря на успехи, криогенные лаборатории не раз сталкивались с настоящими катастрофами. Ошибки здесь стоили слишком дорого. Самый громкий случай произошел в начале 2000-х годов в Калифорнии, когда в крупнейшем хранилище вышла из строя система подачи жидкого азота. Операторы заметили снижение уровня только спустя 2 суток. Когда капсулу вскрыли, 15 тел пациентов оказались в состоянии частичной разморозки. Мышцы и органы начали разрушаться, а на коже выступили признаки некроза. Семьи подали коллективный иск, а лабораторию обвинили в халатности. Документы и видео с места происшествия получили огласку по всей стране. Работникам пришлось признать, никакие гарантии не могут защитить от банального сбоя техники. Аварии случались и ранее. В конце 80-х годов в лаборатории Аризоны перепутали состав криопротекторного раствора, что привело к массовой гибели клеток у сразу 3 пациентов. Исследователи пытались скрыть трагедию, но вскоре независимая экспертиза показала: вместо защиты химикаты вызвали сильнейшее высыхание тканей и образование микротрещин по всему организму. Один из биологов, работавших над этим протоколом, признался, что 2 года у них уходило на исправление последствий этой ошибки. В начале 90-х годов в Техасе масштабная утечка электричества парализовала работу морозильных установок, и почти 10 криокапсул вышли из строя одновременно. Часть тел спасти не удалось. Датчики зафиксировали повышение температуры выше минус 200 градусов по Фаренгейту, а в тканях образовались кристаллы льда, разрывающие мембраны. Контрольные проверки выявили, что резервная система была отключена из-за недочета в бюджетах. Этот инцидент стал причиной жестких изменений во всех протоколах безопасности страны. Не менее печальны были попытки вернуть к жизни замороженных животных, когда одна неудачно выбранная скорость оттаивания приводила к массовому кровоизлиянию во внутренних органах. В лаборатории Флориды летом 2000-х годов при разморозке сразу 5 крыс ученые зафиксировали разрушение до 40% сосудов. Животные не прожили и суток. После этого все методики оттаивания пришлось срочно пересматривать. Ошибки накапливались и в административных процессах. В Нью-Йорке в начале 2000-х годов родственники 2 замороженных пациентов не смогли доказать свою родственную связь, и доступ к телам оказался потерян навсегда. Юридический отдел лаборатории не предусмотрел подобных форс-мажоров, что привело к новому витку судебных тяжб и страховых исков. Каждый из этих случаев был тщательно расследован и обсужден в профессиональных кругах, а некоторые получили статус учебных примеров для новых сотрудников. В результате большинство лабораторий перешли к многократному резервированию охлаждающих систем, постоянному онлайн-мониторингу и созданию аварийных протоколов. Теперь даже кратковременное повышение температуры вызывает экстренный выезд команды и немедленное информирование клиентов. Но, несмотря на попытки обезопасить каждую капсулу, ни одна лаборатория не может на 100% исключить человеческий или технический фактор. Все эти катастрофы и неудачи заставили пересмотреть подходы к хранению, заморозке и юридической защите пациентов. Множество инноваций в современной криогенной индустрии напрямую возникло из попыток не повторять ошибки прошлого. Но даже самые совершенные системы пока не решают главный вопрос: насколько реально безопасно, надежно и научно оправдано хранение человека в условиях вечного холода. И за этой неопределенной границей начинается самое интересное. Где заканчивается научная реальность и начинается фантастика, о чем нам предстоит узнать на следующем этапе этого ледяного эксперимента.
Правда о современных технологиях, где граница между фантастикой и наукой. Переходя к сегодняшнему дню, современные криогенные технологии превратились в настоящую науку, но иллюзии будущего пока тесно переплетены с реальностью. В крупнейших лабораториях Аризоны, Калифорнии и Мичигана специальные команды работают в круглосуточном режиме. Каждый пациент подключен к системе онлайн-мониторинга, а резервных генераторов достаточно, чтобы обеспечивать ледяную стабильность неделями даже при полном отключении электричества. Охлаждающие баки, наполненные жидким азотом, дополнительно оснащаются тепловыми датчиками, а капсулы изготавливают из нержавеющей стали повышенной прочности. Это позволяет поддерживать стабильную температуру минус 321 градус по Фаренгейту десятилетиями без вмешательства человека. В каждой лаборатории строго регламентировано время между фиксацией смерти и началом криоконсервации. По протоколу оно не должно превышать 15 минут. Все действия расписаны по секундам. Пациенту оперативно заменяют кровь на гигантские объемы криопротекторного раствора, после чего тело или мозг сразу погружают в первичную охлаждающую камеру. Производители криопротекторов разрабатывают новые составы с учетом того, чтобы снизить токсичность и риск образования микротрещин. На базе последних исследований добавляют новые компоненты и тестируют их на животных органах и человеческих клетках. В Соединенных Штатах число официально замороженных пациентов к 2020 годам превысило 300, а количество подписанных контрактов перевалило за 3000. В отдельных клиниках ежегодно проводят до 30 новых консерваций, а базы данных содержат подробную информацию о каждом случае. Большое внимание уделяют юридическим формальностям. Семья пациента может назначить контрольного представителя, иметь доступ к отчетам о температуре и регулярно получать уведомления о состоянии капсулы. В рамках научных исследований продолжают тестировать способы низкотемпературного хранения сложных органов. Печень и почки после замораживания и грамотного размораживания сохраняют до 80% функций, а в ряде случаев после пересадки такие органы позволяют пациенту прожить несколько лет. Однако ни одно взрослое человеческое тело пока не вернули к жизни. Все достижения современной крионики подтверждают возможность хранения, но не гарантию пробуждения. Научные учреждения из Европы и Японии сотрудничают с американскими лабораториями, объединяя базы данных по поврежденным клеткам, химическим составам протекторов и новым алгоритмам оттаивания. В лаборатории Токио создано оборудование для сверхбыстрого подогрева отдельных органов лазерным лучом, что снижает риск образования ледяных трещин. Скептики регулярно требуют публиковать результаты экспертиз, и каждую процедуру раз в полгода инспектируют независимые биологи. Программы обучения для сотрудников стали обязательными, а доступ к капсулам строго ограничен многоуровневой системой безопасности. Несмотря на технологический прогресс, наука честно фиксирует: полное возвращение человека из состояния длительной заморозки пока ни разу не было реализовано. Нет подтвержденных случаев возвращения памяти, сознания или всех функций взрослого организма. Большинство технологий, рекламируемых индустрией как путь к вечной жизни, все еще остаются в зоне экспериментальных разработок, а не повседневной медицинской практики. Эти факты четко очерчивают границы, где заканчиваются реальные достижения и начинаются обещания будущего. Однако уже сегодня тысячи людей делают свой выбор в пользу холода, а лаборатории продолжают совершенствовать каждую деталь процесса. Впереди главная интрига: удастся ли человечеству когда-либо превратить лед из последней надежды в настоящий инструмент победы над смертью? Разобраться в этом поможет взгляд в будущее, где вечная жизнь больше не фантазия, а предмет научного прогноза. Будущее вечной жизни. К чему готовится человечество? Перелистывая страницу к сегодняшнему дню, ученые по всему миру уже строят планы на десятки лет вперед, ведь каждый новый эксперимент в криоотрасли становится шагом к следующей фазе — созданию технологий обратной дороги из холода. В крупнейших исследовательских институтах Мичигана разрабатывается проект по восстановлению замороженной ткани при помощи нанороботов. Эти устройства размером меньше пылинки должны проникать в клетки и устранять повреждения, вызванные ледяными кристаллами или химическими изменениями. Прототипы таких микроскопических спасателей уже испытаны на органах животных. Отдельные ткани сердца возвращали до 85% функциональности после заморозки и размораживания с помощью нового оборудования. Одновременно группа нейробиологов из Массачусетса работает над расшифровкой матрицы памяти. Их задача — скопировать структуру связей в мозге и перенести эту информацию на цифровой носитель еще до замораживания. Компьютерные симуляции уже позволили смоделировать некоторые участки мозга лабораторных мышей, и теперь команда готовит новый проект по переносу аналогичных данных у приматов. Такие эксперименты финансируют не только государственные гранты, но и частные инвесторы. Десятки стартапов в Кремниевой долине создают собственные системы по записи личности и разработке цифровых аватаров замороженных пациентов. Параллельно в Японии в 2024
2004 году инженеры впервые продемонстрировали технологию мгновенного охлаждения с помощью ультракоротких импульсов лазера. Это позволило замораживать тонкие срезы живой ткани так быстро, что внутри клеток совсем не образовывались кристаллы льда, а белковые структуры сохранялись почти идеально. Тесты на органах показали, что после такой процедуры клетки печени и почек успешно запускали обмен веществ, как только попадали в теплую питательную среду. В Европе в ближайшие 3 года планируют создать биобанк будущего. Сеть подземных лабораторий, где будут храниться не только тела и органы, но и банк данных о здоровье каждого пациента, его генетическом профиле, цифровых копиях мозга и даже видеозаписи последних дней жизни. Каждый такой портрет дополняется анализами, семейной историей болезней и персональными алгоритмами для восстановления после разморозки. Система резервного хранения информации, размещенная на серверах в разных странах, обеспечивает уникальную защиту для проекта беспрецедентного масштаба. Инженеры в Техасе тестируют автоматизированные модули размораживания, роботизированные руки, сенсоры и мгновенное реагирование на перепады температуры. Уже в ближайшие 5 лет такие установки могут появиться в каждой современной лаборатории, чтобы полностью исключить риск ошибок при ручном управлении процессом. Пока ни один взрослый человек не был успешно возвращен из криосна, но количество клинических испытаний продолжает расти. В 2023 году 3 института в США начали параллельные исследования по восстановлению базовых функций сердца после годичной заморозки. Тесты проходят на органах, но уже заявлены планы по переходу к испытаниям на людях. Законодатели и врачи обсуждают создание международных стандартов для процедур криоконсервации. Более строгие протоколы, прозрачность отчетов, регулярная инспекция лабораторий и обучение специалистов. Команды юристов работают над цифровыми завещаниями, которые обеспечивают передачу прав на тело и данные после возможной реанимации. Этим уже начали пользоваться первые клиенты из Канады и Австралии. В развитии технологий заморозки участвуют и бизнес-корпорации. Страховые гиганты включают криоконсервацию в пакеты премиального обслуживания, а банки ДНК предлагают услуги по экстренному сохранению биоматериала. Спрос на подобные опции ежегодно увеличивается, и только за последние 3 года число контрактов на криозаморозку выросло в 1,5 раза. Современное человечество встречает вызовы будущего с расчетом на то, что одно из самых древних желаний победить смерть скоро перестанет быть лишь мечтой. Каждая инновация, каждый новый опыт или промах становится вкладом в создание следующей эпохи, где лед уже не пугает, а дает шанс. Будущее вечной жизни становится все ближе. От первых капсул с жидким азотом до искусственного интеллекта, который однажды сможет вернуть человека из ледяного плена. Все, что остается, наблюдать за тем, как стремительно наука приближает мысль о пробуждении после криосна к реальности.